Так, смочила с обратной стороны бумагу. И теперь с этой стороны мочу. Предварительно разметила карандашом, где будут располагаться мои цветы. Так, вот бумага намокает. К рисованию можно будет приступить минут через 10, когда подсохнет верхний слой. При этом внутри, в листе, под листом, будет очень много воды. Вот главное лужи убрать. Итак, сейчас напишем небольшой мастер-класс с пионами. Расположение цветов у меня намечено. Надо заложить оттенки, которые там будут. Итак, это будут в теплых местах, в тенях, желтоватые такие, да, и в холодных местах розовато-сиреневатые такие. Значит, намешаю сначала теплые, вот желтые. Это будет кадмий лимонный. Плюс что? Розовое. Так, вот этим. Добавляю их вот в те места, попалась волосинка, сейчас сразу уберу. Постепенно буду набирать тон и цвет, не сразу, не с одного маху. Смотрю на рисунок, на фотографию, где вот свет падает отсюда, да, вот так. Значит, если пион это шарик, особенно вот мы видим вот эту центральную его часть, да, это шарик. И делаем, соответственно, мы делаем тени, закладываем с учетом того, что это шар. Для холодных беру розовую. Туда же примешаю голубую. В роли голубой у меня церулиум и кобальт лазурный вместе. Так, и немножко вот этих желтых. Получу вот какой-то такой сиреневатый, очень спокойный сиреневатый оттенок. Вот, появляются мои пионы потихоньку. Теперь надо сделать что-то еще розовее. Значит, беру розовую, добавляю еще куда-то. Так, смотрю, где
Вот наметила месторасположение цветов, да? Где самые темные участки. Там еще могу что-то добавить. Вот теплые, да? Заложу еще сюда. Так. При этом самые светлые участки оставляю не закрашенными. Так, вот теперь цветы размечены так слегка. Теперь я подсушу феном, чтобы здесь ничего не блестело. И займусь фоном, чтобы получить силуэты своих цветов. Итак, сушу феном. Так, высушила. Теперь намочу вот этот верхний край хорошо намочу, чтобы он держался на планшете, не загибался. Вокруг цветов тоже намочу, не доходя примерно сантиметр до моих размеченных пионов. Так. И сделаю замес для них. Значит, чтобы пионы засветились, фон должен быть насыщенным. Значит, возьму что? Я возьму индотреновый синий. Вы можете взять ультрамарин. Так, индотреновый синий. К нему добавлю что? Добавлю кадмий красный. Получается такой красивый, непонятный. Побольше, погуще. И туда сейчас добавлю немного кадмия лимонного. Вот с краю начну. Чтобы получился сам цвет немножко похож на индиго, но он, несомненно, будет более на рисунке будет более чистым, таким более приятным. И за счет того, что я буду намешивать цвета, мне вот этого замеса, конечно, не хватит на весь фон. Я буду замешивать, и поэтому мой фон будет еще и разнообразным. Поэтому я не советую брать вам готовую какую-то темную краску. Лучше создавать ее самостоятельно. Так, откуда начну? Начну вот сбоку. Значит, фон – это сразу силуэт моих цветов. Так. Водой сразу развожу это все. И, безусловно, можно сделать пошире фон. Я буду еще вносить сюда оттенки. Фон как бы не будет одноцветным. Так. Единственное, хочется от руки добиться какой-то легкости, да, чтобы вот эти лепестки были красивыми.
Можно сразу добавить сюда кадмия лимонного, чтобы шел какой-то намек на зелень. И вот этими штрихами, вот такими мазками, чтобы сразу же и нашел намек не только на зелень, но и непосредственно на сами листья. Так, опять надо замешать, значит, синий, красный, лимонный. И посмотреть, где надо сразу добавить темного. Вот сразу по мокрому можно делать что-то такое, что будет указывать на листья пионов. Так, значит, пока остановлюсь на этом и проработаю вот фон. Надо убрать вот здесь вот в нижней части этого цветка. Нужно убрать резкость. Вот это резкое сочетание с фоном, соприкосновение. Как бы вот здесь наиболее так. Ну, здесь сейчас будет продолжение того, что не доделано. Опять намешаю потемнее. Синий, красный, лимонный. Так, и вот мне надо сделать контур вот этому цветку.
сверху этот фон должен быть более освещенным. Значит, добавила корня лимонного. Ввела сюда. Так, вот здесь сверху сделаю темный. Сейчас наведу еще потемнее. И вот в этом месте сделаю освещенные такие. Так, вот этот пион. Сюда и сюда. Так, добавила сюда зелени. Так, что делаю теперь? Теперь я вот отжатой кисточкой сделаю такое как бы легкое свечение пионом. Вот в левой руке тряпка. Вот так. Так, а здесь наоборот вот завела в тень. И вот здесь. Теперь разведу опять по насыщеннее и усилю, где надо. В каких-то вот местах, где там наибольшая глубина, объем под цветами. В тех местах сделаю более темные. Значит, вот здесь под этими лепестками я вижу. Вот здесь. Ну и где-то вот здесь. Так, ну что, проверяю себя. Можно еще темнее или этого достаточно?
Так, вот здесь вот вижу сверху у меня получился такой заборчик. Мне не нужен, я его убираю. Смотрю, красиво вот здесь получилось. Что-то акварель красиво делает сама без нашего участия. Вот здесь дам высохнуть и попробую еще губкой смыть. Вот у меня на рисунке вот это место темнее, чем я вижу сейчас в камеру. Так, ну попробую еще утемниться, да, чтобы и на камеру оно было потемнее. Красный, синий, лимонный. Из-за того, что вот три цвета в разном процентном соотношении, получается все время разный как бы оттенок. Вот сколько раз я замешиваю, столько разных оттенков у меня получается. И это очень как бы выигрышная ситуация. Так, вот сделаю сейчас темнее, тут я сделаю. И когда высохнет, губкой немножко сниму, чтобы был такой, ну, мерцание такое появилось. Так, вот здесь нравится вот это, как расплылось, вот здесь нравится, здесь нравится. Так, где-то добавить зелень можно. Значит, для зелени беру индотреновый синий, кадмий лимонный. Вот получаю такой яркий. Делаю листья пионов. Значит, к ним можно добавить больше лимонного, да? Откуда у меня падает цвет? Отсюда. Значит, в этих листьях можно вот с этой стороны, с освещенной, дать еще и зелень такую освещенную. Так, у меня вот здесь вот максимально набран цвет. Камера вот как-то немножко засвечивает. Вот сейчас вижу ярко, как у меня. Так, ну что, значит, сушу феном. Высушила. Теперь вот смочу немножко губку. И вот здесь слегка. Нет, не буду даже без этого лучше. Не буду рисковать, чтобы не испортить. Край хороший. Пусть будет такой. Так. Что теперь? Теперь цветы. Значит, потихоньку начинаю
утемнять их. Опять-таки кадмий лимонный. Розовая. И еще кадмий лимонный. Так. Создаю цветам объем. Вот откуда падает свет? Отсюда. Значит, вот здесь будет тень. Так, смотрю сразу, где еще этот оттенок можно применить. Вот здесь, смотрю на фотографии. Вот здесь. Резкие все убираю очертания. Не нужны пока. Опять лимонный и розовая. Так, и смотрю, где они у меня вот здесь. Побольше воды на кисточку, чтобы не было резких. Так. Ну и самый большой центральный цветок. Так. Теперь что? Теперь можно дать в этот лимонный кадмий красный, чтобы сделать... Ой, вот такой бывает кадмий красный. Найдем, отмоем. Так, не то. Вот кадмий красный или кадмий лимонный. Вот появляется такой совсем теплый оттенок, оранжеватый. Так, и дам вот куда-то. Смотрю, где там вот в тень уходит. Бумага влажная после предыдущей заливки. Значит, мне надо, чтобы пока что это все было без какой-то особой четкости. Так. Вот здесь я смотрю, мне нужен вот здесь сиреневый. Так, теперь набираю розовый. Иду и смотрю, где у меня розовые. Вот легко развела так светло.
И иду смотреть, где у меня розовые. Никуда не тороплюсь. Поспешаю не спеша. Опять розовый. И смотрю, вот здесь вот цвет, а здесь уже потемнее. Но, наверное, не настолько. Значит, убираю что-то лишнее. Так, здесь вот этот цветок. А здесь уже вот этот. Так, в общем, веду такую проработку цветов. Сейчас уже вот тень, смотрю, где больше мне надо углубить тень. Чтобы в итоге мои цветы получили необходимый объем. Хочется чего-то голубоватого, да, на вот освещенные, на самые освещенные возьму голубые. Так, и немного туда, ой, много. Вот еще голубоватого, чтобы был такой оттенок все-таки. Так, вот какой-то такой. Серовато-голубоватый. В каждой работе должны присутствовать оттенки и холодные, и теплые. Если вы не видите, где холодные, где теплые, ну не в том смысле, что не разбираетесь, а в том смысле, что вот на натуре, на фотографии не видите, значит, вам надо их придумать, потому что совсем без них никак.
Так, и вот здесь вижу, вот здесь в этом месте на фотографии я вижу теплые. Значит, смешаю кадмий лимонный с розовой. Так. И вот здесь мне надо сделать тень. Смотрю, где вот такое скопление лепестков, да, куда-то там уходит все вглубь. Вот в этом месте делаю больше нас вот таких теплых, потому что внутри в цветке там такая желтоватая сердцевинка, да, в любом цветке. Поэтому всегда появляются теплые рефлексы. Сейчас намешала холодного. Так, смотрю, где моим цветам еще чего не хватает. Ну, в общем, я думаю, осталось проработать большие лепестки, большие тени. Легкую делаю, легкий вот этот голубой. Так, ну и теперь сиреневатые какие-то тени уже. Так, мешаю. Вот сюда. Вот сиреневатое что-то. Значит, это будет тень. Если что-то резко получилось, убираю отжатой кисточкой сразу.
И вот здесь, наверное, вставлю вот этот бутончик прекрасный. Значит, он будет сверху вот такой лимонно-желтый. Вот здесь он будет. Поактивнее. Так. И немножко ему сделаю такое красновато-буроватый. Вот так что-то, да? И такие лимончик прям посерединке. Так. И в зелень пошел. Так, погуще только надо набрать. Индотреновый синий. Кадмий красный. И кадмий лимонный. Так, наверное, надо вот высушить. Чтобы вот его маленькие, вот эти тонкие, вернее, лепесточки не расплылись. Так, вот немного высушила. А вот с этой стороны тень ему делаю. Так, и вот, аккуратно, не сделать бы слишком грубо, поэтому попробую сначала вот в эту сторону. Мам, по моему лице на моем планшете. Так. Так. И красниночку ему там такую дам. Буренькую. Раз буренькая, значит добавлю немножко красного. Так, где она? Здесь. Ну, сейчас надо будет подделать. На кончиках.
Так, ну и последние взгляды. Чего не хватает? Значит, тень можно вот здесь еще усилить. Смешиваю, делаю ее такую не, ну как бы сиреневатую, вот за счет розовой. Но очень сложный оттенок. Так, границы. Тень, я имею в виду. Немножко смочу вот здесь, чтобы не было резких. Так, доделываем. Значит, смотрю, ну где, чтобы не стало перегруженным, не стало каким-то слишком конкретным, но при этом, чтобы было объемным.
Вот, пожалуй, это все. В общем и целом довольна, как получилось. Да, на этом все.